Если вам кажется, что фура или обычный самосвал с щебнем – это огромные машины, то сегодня ваш мир явно перевернется. Мы покажем вам таких гигантов, в кузов которых можно загрузить сразу пару десятков фур. Невероятные размеры, грузоподъемность и колеса высотой с фонарный столб, а в конце вы увидите несколько нереальных автопоездов, которые выглядят как многоэтажка на колесах. Liebherr T28-2B. Для входа в кабину этой громадины придется преодолеть целых 16 ступеней. Немецкий самосвал Liebherr T28-2B – это в настоящее время самый крупный автомобиль в мире, который есть в серийном производстве. В его кузове можно свободно поместить огромный загородный дом. Максимальная грузоподъемность грузовика составляет 363 тонны. Общий вес машины достигает 592 тонн, длина машины составляет 14,5 метров, ширина 8,8 метра, а высота 7,4 метра. Бак для топлива этой передвижной колоссальной машины имеет вместимость 730 литров. Средний расход топлива составляет 174 литра в час. Когда вы стоите рядом с этим сухопутным гигантом, он больше напоминает лайнер. Кажется, что можно было бы прокричать «Эй, на мостике!». Внешнее сходство с корабельной рубкой и капитанским мостиком подчеркивает внушительные размеры, а еще ограждение и даже 3 лестницы, ведущие вверх. В кабине этой машины, помимо места для водителя, есть второе кресло для пассажира. Вместо обычной приборной панели установлен жидкокристаллический дисплей, на котором отображается вся необходимая информация для водителя, включая изображение с видеокамер, размещенных вокруг кузова. Цена этого грузового монстра составляет от 4 до 5 миллионов долларов, в зависимости от комплектации. Огромный электросамосвал. Группа швейцарских инженеров совместно с экспертами из Мининг, ЭМПА и другими специалистами Бернского университета создала самый крупный в мире электрический грузовик, названный E-Dumper. Исходной базой для этой гигантской машины послужил могучий Komatsu HD605-7, который сам по себе уже имеет внушительные размеры. Однако, в отличие от множества крупных самосвалов, E-Dumper – единственный в своем роде электрический грузовик. Для того, чтобы сделать этого монстра эко-дружелюбным, пришлось заменить 23-литровый дизельный двигатель Komatsu HD605-7 на мощные электродвигатели. Для обеспечения их работы был установлен огромный автомобильный аккумулятор весом более 4,5 тонн. Емкость этой батареи, согласно разным источникам, составляет от 600 до 700 киловатт в час. В условиях, когда электромобиль работает не наилучшим образом, например, в холодное время года, снижение заряда аккумуляторов может оказаться проблемой. Однако даже при таких ограничениях, согласно расчетам, E-Dumper сможет перевезти впечатляющее количество груза – 300 тысяч тонн за 10 лет эксплуатации. И при этом он не будет выбрасывать вредные вещества в атмосферу. Komatsu 930E-4. Компания Komatsu – один из мировых лидеров в производстве горных самосвалов. Представила свою модель 930E-4, которая стала важным звеном в мире горной техники. Этот грозный гигант сочетает в себе надежность, мощность и современные инновации. Модель 930E4 оснащена двумя 700-сильными двигателями и имеет грузоподъемность около 290 тонн, что делает ее идеальным решением для крупных горных предприятий. Самосвал оснащен системой управления двигателем, которая обеспечивает оптимальное потребление топлива и снижение выбросов. Однако одной из ключевых особенностей 930E4 является ее система автоматического управления. Это позволяет снизить влияние человеческого фактора на работу машины, увеличивая эффективность и безопасность. Система мониторинга состояния автомобиля позволяет операторам следить за состоянием всех систем и предотвращать поломки.
Кроме того, у 930E4 есть множество современных функций, таких как система антиблокировки тормозов, антипробуксовочная система и система контроля уровня масла. Все это сделано для того, чтобы обеспечить максимальную надежность и безопасность при работе в экстремальных условиях горных карьеров. Caterpillar 797. Caterpillar – одна из самых известных компаний, которая стоит у истоков создания спецтехники. Модель Caterpillar 797 разрабатывалась для использования в горнодобывающей промышленности и проектировалась для перевозки огромных грузов и потому обладала поистине мощными характеристиками. Этот гигантский грузовик с размерами 14,5 метров в длину, 9 в ширину и 7 в высоту был оснащен двумя дизельными моторами V12 общим объемом 106 литров и мощностью 3400 лошадиных сил. А в 2002 году в модернизированной версии мощность и вовсе достигла 3550 лошадиных сил. Уже тогда машина могла поднимать вес в 345 тонн. Только этого показалось мало, и уже в конце 2008 года появилась новая модель 797 с приставкой F. Здесь опять заменили двигатель, но в этот раз на 20-цилиндровый дизель, что увеличило мощность до 4000 лошадиных сил и позволило сократить количество используемого топлива благодаря повышенной эффективности. Грузоподъемность достигла 363 тонн, что стало новым рекордом на тот момент. Euclid 1 LLD. Очевидно, что исполинские самосвалы создавались для работы в горнодобывающей промышленности, которая вышла на свой пик во второй половине 20 века. До и после Второй мировой войны было создано немало впечатляющих экземпляров, которые заслуживают отдельного рассмотрения. В начале прошлого столетия возникла фирма Euclid, которая практически сразу же занялась разработкой специальной карьерной техники. Самым известным продуктом этой компании стал самосвал, выпущенный в 1952 году, модель Western 80. Поначалу она ничем не отличалась от обычных трехосников с самосвальным кузовом, грузовиком с 3 наборами колес, распределенными по всей длине автомобиля. Однако практически сразу же компания Euclid решила модифицировать модель, создать на ее основе особый автопоезд для строительства плотины. Грузоподъемность улучшенного Western 80 оценивается по некоторым данным в 120-150 тонн. В чем особенность этого гиганта? У него было сразу 2 дизельных двигателя, что стало неожиданным решением для тех лет. Сначала это были установки Cummins мощностью 375 лошадиных сил каждый, а затем их заменили на более мощные GM по 425 лошадиных сил. На кадре вы можете увидеть необычное расположение выхлопных труб, которые выходят прямо из-под капота. Такое инженерное решение было выбрано не случайно. Это помогло улучшить циркуляцию воздуха в двигателе, предотвратило возможные повреждения труб, связанные с движением по неровным поверхностям. А что скажете про исполинские пожарные машины? Для справки, самые крупные из них – аэродромные пожарные. Специфика работы требует большого объема смеси для тушения и, соответственно, габаритов шасси. Однако Rosenbauer Buffalo Extreme выделяется даже на их фоне. На шасси Powell Heavy Mover с мерседесовским 570-сильным V8 смонтирована кабина MB и бак объемом 33 тысячи литра. Полная масса буйвола – 68 тонн. Или взять строительных гигантов. В 2015 году китайцы пододвинули признанных лидеров этого сегмента – Terex и Liebherr. Если те выпускают автокраны, способные поднимать на коротком вылете стрелы до 1200 тонн, то Zoomlion ZAC B01 уже 2000 тонн, что делает его самым грузоподъемным в мире. Ну и нельзя не вспомнить про еще одного гиганта, правда совершенно бесполезного. Гиганта, который равен эго своего владельца. Один из шейхов ОАЭ решил немного переделать любимый автомобиль, сделав его величиной с загородный особняк. Получился Dodge Power Wagon размером в 8 раз больше исходника и массой в 50 тонн.
Внутри гостиная, ванная, 4 спальни и балкон в виде откидывающегося сервоприводом заднего борта. Водитель скромно ютится под днищем автомобиля. Автомобиль еле ползет на дороге, ведь кроме огромного веса, его тормозят кондиционеры, которых в салоне несколько штук. T-Rex 3319 Titan. Ладно, давайте вернемся к нашим карьерным гигантам. Модель Euclid LLD вдохновила инженеров на создание более разностороннего и выносливого тягача, предназначенного для широкого спектра задач. T-Rex 3319 Titan – грузовик с мощными параметрами, выпущенный в 1973 году. Его размеры 20 метров в длину, 8 в ширину и 7 в высоту, а собственный вес – 228 тонн. При этом всем Титан также мог перевозить на своем борту не менее 320 тонн груза. Этот монстр сделан не на классическом дизельном двигателе, а конструкторы запихнули в него установку от тепловоза. Объем этого чуда составляет 169 литров и 3300 лошадиных силы, а его трансмиссия включала 4 мотор-колеса, что стало традиционным решением для карьерных самосвалов на многие годы. Электропривод руководил и рулевым управлением, причем поворотными на небольшой градус были выполнены и колеса задней оси. Правда, отработало это чудо не так долго, лишь до начала 90-х годов. Затем машину отреставрировали и установили в Канаде как памятник. До своего конца T-Rex 3319 оставался самым крупным и мощным карьерным автомобилем. Несмотря на то, что разные производители создавали новых монстров, никто не мог побить его показателей, пока не появились спаренные двигатели. БелАЗ. Если прошлые монстры были примерно одного размера, то с выходом нового БелАЗа в 2013 году все представления о гигантских габаритах перевернулись. 20,5 метров в длину, 10 в ширину и чуть более 8 в высоту. Эти размеры значительно превышают габариты обычных коттеджей. Гигант, получивший цифры 75710 в качестве названия модели, действительно одно из самых массивных транспортных средств, которые когда-либо создавались. Важнейшая характеристика модели – грузоподъемность. Он способен перевозить невероятные 450 тонн груза при собственном весе около 390 тонн. Ради рекорда для книги Гиннесса его даже однажды нагрузили в 503,3 тонны, и этот груз оказался посильным БелАЗу. Это позволяет использовать его для перевозки огромных объемов сырья и материалов в карьерах на горнодобывающих предприятиях. Чтобы обеспечить такую огромную грузоподъемность, БелАЗ 75710 оснащен мощными дизельными двигателями с мощностью более 4000 лошадиных сил в сумме. Его конструкция также предусматривает использование 6 колес с 2 передними и 4 задними осями. Этот грузовик представляет собой впечатляющий инженерный подвиг и используется в самых сложных и масштабных проектах по всему миру. Его особенности позволяют справляться с задачами, которые для большинства других грузовиков остаются непосильными. ETF MT240. Вернемся к сопернику знаменитого на весь мир БелАЗа. Относительно недавно словенская компания ETF Mining сообщила, что с конвейера вышел новый пятиосевой гигант. Вот только длина машины относительное для ETF понятие. Поскольку особое преимущество модели – инновационная модульная схема сборки, которая позволяет укомплектовывать автомобиль дополнительными мотор-колесами, подгрузчиками, аккумуляторами или же снимать все лишнее. Техника напоминает громадный конструктор Лего. Кабины отстегиваются, превращая исполинскую машину в самоходный прицеп. Так, в минимальном варианте с 4 колесами самосвал достигает 12,5 метров, в максимальном с 10 парами гигантских колес 29 метров. Все колеса огромного самосвала ведущие и подключенные к рулевому управлению. Проходимость ETF MT240 просто поражает. Машина способна развернуться на месте, независимо от участка дороги и качества карьерной зоны. Что касается грузоподъемности, здесь нас ожидает новый рекорд
славянское детище готово работать с массами до 760 тонн. Это почти в 1,5 раза больше, чем у знаменитого БелАЗа. В МТ-240 будут установлены моторы мощностью 2500 лошадиных сил. У БелАЗа 2 дизеля 2330 лошадиных сил. Однако автономные оси славянского производителя в сочетании с гидропневматическим приводом напрочь избавляют его от раскачивания как во время езды, так и при разгрузке. Автопоезда. Самосвалы, тягачи с прицепами – не такая уж и редкость. Такие можно увидеть даже на обычных трассах. А вот в Австралии к таким, зачастую модернизированным тягачам принято цеплять не 1, не 2 и даже не 3 прицепа, а целых 7 и более. В 2006 году к капотному МАК там присоединили целых 112 прицепов общей массой 1300 тонн и длиной почти 1,5 километра. В настоящее время это абсолютный рекорд, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса. Настоящий автопоезд. В истории также был один проект, сильно выбивающийся из общего ряда обычных грузовых машин. В 50-х годах военные США озаботились получением перевозчика для своей базы в Антарктиде. Фирма Литерн, выполнявшая заказ, поначалу построила огромный двухосник с 3,5-метровыми сдвоенными колесами, а уже на его базе – снежный поезд Snow Train LCC-1. Колеса головного модуля и всех 3 прицепов имели встроенные электромоторы, которые питал 600-сильный дизель-генератор Cummins. Говорят, что эта гусеница грузоподъемностью 45 тонн до 60-х работала в Гренландии, а вот ее продолжению в этом отношении не повезло. Хотя по части техники грунтовый автопоезд Liteurn TC497 Overland Train Mark II превосходил своего зимнего предшественника. Достаточно сказать, что высота по верху рубки равнялась 9 метрам. Силовая установка, помимо тех же мотор-колес и генераторов, представляла собой 4 газовых турбины с общей отдачей в 5000 лошадиных сил. Прицепов было уже не 3, а 12. Зачем же понадобился этот 200-метровый, 450-тонный гигант с запасом хода в 600 километров для экипажа, имевший на борту туалет, кухню и комнату отдыха? В самом начале Холодной войны в США переживали по поводу того, что ядерные удары уничтожат дорожную инфраструктуру. Не останется ни железных, ни асфальтовых дорог. И вот тогда, в этом апокалипсисе, на сцену выйдут армады Overland Train, способные проехать почти везде. На этом у нас все. Всем спасибо за просмотр и до встречи в следующих видео. Пока!